Всем здравствуйте! Меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязания. Сегодня я хочу показать вам серию своих игрушек, которые связаны практически по одной схеме. Отличаются у них мордашки, а вот туловище связано у всех одинаково. Максимальное количество столбиков в туловище 16 столбиков. И у всех игрушках максимальное количество рядов это 13. У этих игрушек минимум пришивных деталей. Много есть таких игрушек, которые вот есть цельно вязаные. Вообще нет никаких пришивных деталей. Сейчас мы рассмотрим каждую игрушку более подробно. Все видео мастер-классы у меня уже есть на канале. Я оставлю ссылки под этим видео. Вы сможете перейти и связать любую игрушку. Или зайти ко мне на канал, и там вы найдете все видео мастер-классы. Начинаем вот из таких зайчиков. У этих зайчиков пришивные только ушки. У меня есть два видео мастер-класса. Один вот на такого зайчика. Это цельно вязаная игрушка, пришиваем ушки. И вот такая девочка, отдельный видео мастер-класс. У девочки вывязываем вот такое красивое платьице. Игрушки эти небольшие, вот показываю по сантиметрам. До 10 сантиметров, 10,5. Такие можно делать как брелочки или как самостоятельная игрушка. Также, если вот так поставить, они устойчивые и могут самостоятельно стоять. Теперь давайте рассмотрим вот такие овечка, козочка. Это тоже цельно вязаные игрушки. У них все сразу вывязываем. Вот у овечки тоже у всех одинаковая, напоминаю, вот нижняя часть. Единственное, вот разные могут быть хвостики. У зайчика такой, у овечки и у козочки вот такие маленькие. Также здесь вывязывается вот не отдельно, а сразу вывязываем мордочку, вывязываем ушки. Также вот и у козочки вывязываем мордочку, ушки и рожки. Все сразу вывязываем. И получаются вот такие цельно вязаные игрушки. Тоже по размерам они небольшие. 8 сантиметров овечка. И козочка, если без рожек, то получилось даже 7,5 сантиметров. Такие небольшие красивые игрушки. Следующая вот такая коровка. Коровки тоже все цельно вязаные, нет пришивных деталей. Вывязываем другим цветом вот такую мордашку, вывязываем ушки, сразу вывязываем рожки, и получается вот такая красивая коровка. По сантиметрам 8 сантиметров вместе с рожками. Такая небольшая красивая игрушка. Теперь вот такой хомячок, тоже цельно вязаная, без пришивных деталей. Меняем цвет пряжи на мордашке. Ушки тоже сразу вывязываются, и хвостик вывязываем. Получается такой красивый хомячок. По сантиметрам 7 сантиметров. Тоже вот такая небольшая красивая игрушка. Вот мартышка, обезьянка. У обезьянки пришивные ушки.
Все остальное сразу вывязывается. Меняем цвет пряжи вот на мордашке. И пришивные ушки. По сантиметрам вот 7,5-7 сантиметров. Тоже небольшая, красивая обезьянка. Все игрушки вяжутся очень быстро, так как здесь очень мало рядов. Вот такой тигреночек. Тигреночек тоже цельно вязаный. Вывязываются сразу и ушки, и мордочка, и ножки, ручки. Единственное, вот у тигренка нужно повышивать черные полосочки, чтобы был похож на тигренка. И по сантиметрам тоже где-то 7,5 сантиметров. Такая цельно вязаная красивая игрушка. Вот такая лисичка. У лисички вывязываем отдельно ушки уже по готовой игрушке. А так тоже хвостик ввязывается, он не пришивной. Мордочку вывязываем по ходу вязания. И тоже получается вот такая красивая лисичка. По сантиметрам, если замерять с ушками, ну, без хвостика, то до 8 сантиметров. Такая маленькая красивая лисичка. Вот еще вязали такую кошечку. Кошечка в платьице, вот как и зайчик, тоже в платьице. У кошечки отдельно вывязываются ушки уже по готовой игрушке. Ну а так все сразу вывязываем, и все цельно вязаное. Отдельно навязываем, конечно, вот платьице, юбочку такую. И по сантиметрам 8 сантиметров вместе с ушками. Такая симпатичная. Также в платьице еще была вот такая цыпа. Вот. Тоже все вывязываем сразу, и хвостик вывязываем. Ножки, вот такие крылышки. Отдельно я вывязываю бантик и вот пришиваю его, привязываю. И получается вот такая красивая цыпа. И еще в платьице такая смешная жабуля, жабка. Тоже у нее вот платьице, бантик сверху, чтобы было красиво. Сейчас покажу всех девочек, которые по мастер-классу у меня в платьях. Вот они такие красоточки. У лягушки тоже все цельно вязаное. Сразу вывязываем и ножки, ручки, и глазки. И отдельно навязываем юбочку и пришиваем бантик. Можно и корону сюда пришить, если у вас есть, или уже готовый бантик из ленточек. Украсить по своему желанию. И вот такая жабка. Также вот мышка. У мышки нет пришивных деталей. Ушки мы тоже ввязываем. Ввязывается и хвостик, ножки, ручки, носик. Все сразу вывязываем. И получается вот такая красивая мышка. Тоже цельно вязаная. Вот вязали с вами такого крокодила. Тоже без пришивных деталей. Хвост ввязываем по ходу вязания. Ножки, ручки,
Мордочку тоже ввязываем, она не пришивная. Вывязываем глазки. Отдельно вот навязываем такие, как шипы, или как их называют. Ну вот отдельно навязываем на крокодильчика. А так все у нас ввязывается. И получается вот такой интересный крокодильчик. По такому же методу вот связанный им бегемотик. Тоже мордашка, только она короче, чем у крокодильчика. Тоже ее сразу ввязываем, ушки вывязываем. И получается вот такой бегемотик красивый. Это уже второе подключение, так как моя серия игрушек малышей еще выросла, и я их хочу вам показать. Их стало намного больше, ну, немного отличаются, не во всех игрушках сейчас есть по 13 рядов. У некоторых побольше, так как у них уже есть аксессуары, вот, или шапка вывязана, и потому увеличилась. Я вам сейчас их всех покажу, расскажу. Напоминаю, что все видео мастер-классы есть у меня на канале, и вы можете их связать. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего или какую вам было легче связать. Мне очень интересно почитать в комментариях, какая же игрушка нравится моим зрителям больше всего. Возможно, вам понравилось несколько моих игрушек, а какая-то, может, не понравилась. Можете и такое тоже написать. Будет и интересно почитать. Ну, а сейчас приступаем к просмотру игрушек более поподробнее. И еще у меня появились мастер-классы вот на таких красивых насекомых. У них тоже основа одинаковая, только вот разные крылышки. У кого-то есть усики, у кого-то нет, разные цвета. Вот божья коровка такая. Такие у нее красивые крылышки с приклеенными бусинками, полубусинами черными. По этой же основе связана такая зеленая муха, такие крылья. Все сразу ввязывается, ничего не пришивается. И такая милая красивая пчелка. Тоже вот такие у нее крылышки. По 13 рядов в игрушке без пришивных деталей. И вот такие маленькие собачки, хаски и овчарочка. Схема одинаковая, только разные цвета. Тоже все сразу ввязывается, ничего здесь не пришивается. Хвостик ввязываем, ушки вывязываем уже по готовой игрушке. Также из собачек вот такая появилась у меня спаниелька. Ушки связанные из Ализе Софти в 2 сложения вязала. Собачка в платьице. И такая небольшая красивая игрушка. И еще, если показывать собачек, вот связала такого мопсика. Тоже мопсик девочка в платье. Тоже все у этой собачки сразу вывязываем, вообще ничего не пришивается. И вот появилась по одной схеме практически связаны эти 4 собачки. И еще появились вот такие девочки, овечка и поросеночек. Девочка, овечка в платье,
тоже. И вот сверху на голове такие у нее волосики, шубка, как у овечки. И связала ее в тон платья. Тоже вязать ее легко, все сразу вывязываем, ввязываем. И еще вот появилась такая девочка-поросеночек. Вот какая она красивая. Тоже девочка в платье. И вот такая розовая милота. Также эти убираем игрушки. Показываю вот такого слоника. Такими большими красивыми ушами. Вот как он смотрится. Жирафчик. Вот такой. У жирафчика здесь немного вывязана шея. Вот несколько рядов я удлинила. По желанию, если хотите, можете делать и подлиннее шею, потому что мне в комментариях писали некоторые, что короткая шея. Но я считаю, что для этой игрушки длиннее шея не нужна. А вы можете вязать по своему усмотрению, можете сделать и подлиннее. Такие две красивые игрушки. Так, эти отложу немножко. И еще вот такие панда и коала. Такие красивые. Панда. У нее тоже все сразу вывязываем. Вязать очень легко такие игрушки. Идет только смена цвета пряжи. И вот такая милая, красивая коала. Ушки здесь пришивные. Ушки, конечно, здесь не ввязываются, а пришиваются. И получается вот такая милота. И еще связались у меня вот такой красивый динозаврик и аксолотль с таким красивым хвостом. Хвост сам закручивается. Вот динозаврик. Хвостик сразу ввязываем, он не пришивается. Такую красивую корону у динозаврика вывязываем уже по готовой игрушке. Аксолотль. Хвост ввязываем, мы его не пришиваем. Все вывязываем сразу. И по готовой игрушке вывязываем вот такие жабры. Скорее всего, они так называются. Получаются такие две симпатяшки. Это вот связала олененка Тони Чоппер. Вот он как раз отличается от всех игрушек, так как у него шапка, вот такой аксессуар, и потому провязано немного больше рядов у игрушки, чем в остальных. И, естественно, по размерам тоже игрушка побольше. Ну, вязать тоже несложно эту игрушку. Шапку мы тоже сразу вывязываем, потом навязываем поля и ушки тоже. Но здесь рога и ушки пришиваем. И вот такая необычная красивая игрушка. Также еще связали в шапке смурфика. Тоже шапка сразу вывязывается.
И получается вот такой красивый смурфик. У него тоже больше рядов, чем у всех игрушек, так как шапка вот и длинная. Здесь она пришита, чтобы так не подымалась. И получается вполне такой милый, красивый смурфик. Так, эти игрушки убираю. Еще вот связала такого Пикачу с хвостом, вот как у Пикачу. Здесь ушки, рожки, не знаю, как точно называются, здесь пришивные, и хвост тоже пришивной. И еще вот недавно с вами вязали вот такого Соника. Ну, здесь, конечно, больше деталей, которые вот вывязываются. Вот эти вот шипы, иголки. Хвостики, конечно, все потом нужно попрятать. Работы немного больше, чем у всех остальных игрушек, но я думаю, он того стоит. Получается вот такой красивый, небольшой, маленький. Смотрите, как они красиво рядом смотрятся. И еще вот связались такая кошечка Hello Kitty и Белоснежка. Такая Белоснежка и Hello Kitty. На сегодняшний день пока это все игрушки, которые у меня вот связаны, но возможно серия таких малышей игрушек будет еще расти. Можете в комментариях тоже написать, кого бы вы хотели, чтобы я связала. Возможно, я свяжу такую игрушку, или по крайней мере попробую. Если у меня получится, то такое видео мастер-класс будет на моем канале. Так, всем спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч!